супер район, да? Ну там тоже спортивный клуб, фитнес. А вам не хватает в одном месте, да, заниматься? Вы решили, что вам сегодня должна быть убойная тренировка, да? Не, у меня съемки. Съемки? Ой, расскажите, так интересно, что за съемки. Ну, я в индустрии просто занимаюсь и приглашают на открытие новых клубов. А вы выступающая спортсменка, я так понимаю? А в какой категории? Ну, у меня категория моделей. Ага. Сейчас вот в бикини готовлюсь. Знаю. Это, я так понимаю, на весну, да? Да. Фит-модель это же достаточно новая, да, у нас категория? Да, категория новая. Вот. Ну, я просто везде стала чемпионкой весной. Так. Выступила на всевозможных турнирах. А чемпионкой не только в Питере, но и по стране где-то, да, там? Питер, Россия, Гран-при Байкал, Псков, Кубок мира. То есть я еду со звездой? Почти. А вы знаете, что я вот тоже маленькая, но в очень узком круге тоже звезда. Я блогер, таксоблогер, один из, таких уже самых известных. И прямо, знаете, вот, вселенная же, она слышит запросы, да? И ко мне всегда садятся какие-то необычные люди. А люди все время думают, что я, снимаю, практически каждый раз снимаю фильмы, как кино. То есть не может быть такого, чтобы у меня постоянно был какие-то интересные события в автомобиле. Но это на самом деле так. Вот вы очень интересный собеседник. Просто очень интересный и очень красивый. Просто... А как вас зовут? Мы тоже прибавим сейчас очков. Вы знаете, как вы что? Это же будет вообще супер. Как вас зовут? Ну, а у вас, у чемпионки Маши есть фамилия? Евгеньева? Да. А меня зовут Евгений, представляете? Да, меня, кстати, очень часто Женей называют. Да? Мария Евгеньева. Евгеньева. Наверняка у вас есть Инстаграм, и он так и называется, да? Ну, я в Инстаграме как Мария Нева. Мария Нева? Да, Мари Нева. Инстаграм Мари Нева. Все подписываемся и, соответственно, смотрим. Уже? Конечно. Так я же блогер, у меня все работает. А мы говорим, уже, конечно, может, да. Вы еще не сели в машину, а мы уже все записывали. Я в прошлом, в далеком, тоже спортсменом был. Правда, я, тоже связано с тяжелой атлетикой, но я пауэрлифтингом занимался. Но я очень близко общаюсь с людьми, которые вот в индустрии именно бодибилдинга, фитнеса, с ребятами, которые тренируются, выступают, занимаются. Сам я в спортлайфах занимаюсь. Я там тоже тренируюсь. Вот, видите, как славно. Крутой спортлайф, это не реклама, если что, удалим. Да. Крутой спортлайф открыли на Захарова. На Захарова, отдельное здание. Я там живу как раз рядышком. Вот, и это все фигня. Смотрите, у меня к вам... Я красивым, это необычно, но это круто. У меня к красивым и коммуникабельным девушкам два вопроса. Объясню, почему я их задаю. Очень много сейчас в Ютубе муссируются тематики и такой хайповый, да, когда в Москве подходят к девушкам с микрофоном и говорят: сколько должен зарабатывать ваш мужчина? И москвички: от 500 я могу этого студента рассматривать с перспективой на 5 миллионов в месяц. И там потом задают вопрос студенту у метро, он говорит: сколько вы зарабатываете? 35 тысяч рублей. Несостыковка. Но нужно быть честной. Вот правда. Сколько должен зарабатывать мужчина, с которым вы могли бы составить пару? Вы можете ответить на этот вопрос как угодно. Не обязательно отвечать именно суммой, например, да? У меня какие были варианты ответов? Внимание! Нажмите кнопку «В пути». У меня какие были варианты ответов? Значит, ответы такие были. Экстремальные были. Я готова сама обеспечивать понравившегося мне мужчину. Там, например, вы неправильно ставите вопрос, это не важно, если любовь, я соглашусь на все. Да, то есть варианты могут быть разные. Но вопрос звучит именно так: сколько должен зарабатывать ваш мужчина? Это очень для меня сложный вопрос. Не лукавьте, вокруг вас-то уж наверняка просто полуфиналистов уже, в 2 раза, в 2 кольца замкнулось уже. Вы уже не знаете там, вроде они все ничего, да? У меня есть мужчина. Это круто.
Это замечательно, но смотрите, Но да? просто, Да. я не знаю, да, вот с самого начала нашего знакомства мы оба работали, всегда друг друга поддерживали, Мгм. друг другу помогали. Я, честно говоря, не знаю, сколько, я, наверное, уже скажу, я уже просто привыкла к совместному бюджету, у нас Так. нераздельный бюджет, Так. поэтому сколько нам нужно Сколько зарабатывать, вам с мужем надо зарабатывать? да, не конкретно, Вот это не супер ответ, конкретно. такого еще не было. Да, потому что, как-то на сегодняшний день, я не знаю, почему так, но вот принято помогать друг другу. Сейчас нет такого, чтобы там мужчина работает, а женщина... Как вы ошибаетесь, милая Мария. Вы так ошибаетесь. Прямо. Но я рад, что в вашем круге царит именно такая атмосфера. Я согласна, может быть, я и ошибаюсь, но... Сколько, Мария, не томите. Зритель уже говорит, заканчивайте. Сколько, Мария, назовите цифру. Нет предела, нет этого предела. Каждый раз будет мало. Не услышим мы эту сумму, да, я так понимаю? Я не знаю, я не могу ограничиться, но мне вот кажется, вот на сегодняшний день вот я бы, наверное, удовольствовалась бы миллионом. Но мне кажется, что когда этот миллион, он будет зарабатываться, его тоже будет мало. Ну, вы за то, чтобы постоянно быть в развитии. То есть Да, не я замыкаться за- на я какой-то за то, сумме, да? чтобы не Какой-то сумме. зацикливаться на да, невозможно ограничить. У нас же сколько там миллионеров, всегда мало. Они всегда стремятся к большему. И вообще считаю, что зачем зацикливаться на каких-то конкретных суммах. Надо жить ничего себе. Мария, а вы к чему стремитесь? К чемпионству, к чемпионке мира? Я уже чемпионка мира. То есть, получается, вам больше не к чему стремиться? Вы замужем. Судя по всему, у вас все неплохо вообще в жизни. Вы очень жизнерадостная. Вы стали чемпионкой мира. Мария, у меня к вам вопрос. Что вам еще нужно от жизни? Детей Это прекрасно. побольше. Дом побольше. Побольше. Хорошо. И второй вопрос. Он прямо такой провокационный, но ответить надо тоже честно. Кто, по-вашему, работает в такси? На меня не ориентируйтесь, я не очевидный экземпляр. Вот кто работает, по-вашему, в такси? Ой, да на сегодняшний день, по-моему, все, у кого много энтузиазма и кто не прочь поработать. Ну, то есть у вас эта профессия не вызывает какого-то Нет, абсолютно. дискомфорта при упоминании этого? Нет, потому что у меня очень много друзей, я отмечу, финансово состоятельных, которые не видят ничего зазорного, просто ехать там домой и подвезти кого-то. На сегодняшний день Яндекс приложения, Get, Uber, все различные приложения с такси. Начнем с того, что есть же разные разделы по экономике, Да, комфорт, да, бизнес. И, в общем-то, можно всегда подвозить людей, в принципе. Да. Ну, смотрите, а вот сейчас мы одним ответом сразу все решим. Если бы у вас не было мужа на данном этапе вашей жизни, вы чемпионка мира. Ну, я уже все, сказал, что вы все про себя сами знаете. А вы бы стали встречаться с таксистом? Ну, то есть, ситуация, за неделю за вами ухаживает человек, по нему пока ничего не понятно, да, вроде он следит за собой, там, вроде там тратится на вас, потом он говорит, утром как-то говорит, ой, слушай, у меня смена в Яндекс.Такси, как бы, мне надо на работу. И вы так, как же, как? А он вам нравится, вот при варианте, что он вам нравится, реально, вот он понравился. Ну, вы как-то немножко так, как сказать-то, с огорчением это сказали. Нет, понятно, что... Не то чтобы с огорчением, но я не вижу в этом ничего. Ничего такого? Абсолютно Отлично. ничего Вы такая молодец. В этом нету. И опять же, если объединиться, если быть командой в семье, то всего можно добиться и прийти к тому, чего хочешь. Я не знаю, а как же бывают вот там быстрые взлеты и такие же быстрые падения? То есть ваш вариант и в бедности, и в богатстве, и в здоровье, Да. и в болезни, да? Ваш вариант. Это очень хорошо. Главное поддержка. Потому что если бы у меня не было бы поддержки, я бы не стала бы чемпионкой, никем бы я не была. А кто вас поддерживал? Муж поддерживал? Сопротивлялся, конечно, поначалу, но
похудели на 20 килограмм, потому что вас замотивировал муж. Нет, ну как бы он от обратного замотивировал, да, то есть вам очень хотелось ему доказать, и вы справились с этой задачей. То есть вы пересправились с этой задачей, да, получается? То есть вы чуть-чуть перестарались, совсем малость. Этого никто не ожидал. Этого никто не ожидал. Я была в шоке, да и вообще на самом деле спорт очень перевернул мою жизнь. Я как-то год, буквально год полной трансформации, и, конечно, Вот я сам себя очень часто ловлю на мысли о том, что вот наверняка у вас такая же ситуация, как вы сейчас описали, да? Люди, всю жизнь практически там, плюс-минус ищут себя, да? Да. И иногда заходят в ту область, в которой, казалось бы, изначально они понимали, что им либо ловить нечего, либо им, как-то она не близка. И достигают в этой области успеха. Да, мне казалось, что это все недосягаемо для меня, что мне не получится, и кто они, а кто я. А тут главное попробовать. Знаете, у меня не такой, конечно, огромный успех, но у меня была такая же ситуация. Когда я начал канал, мне казалось, я смотрел на себя первый выпуск и думаю, сука, кто же будет этого дебила смотреть вообще? Кто-нибудь вообще этого дебила будет смотреть? Точно такая же ситуация. Представляете, да? И я сидел прошлым Новый год и прыгал до потолка от того, что у меня была 1000 подписчиков. И я думаю, нашлось 1000 человек по всей стране, которые просто подписались на меня и посмотрели. А сейчас у меня там 80 000 подписчиков, и я реально понимаю, что это не то, что не предел, это это просто хороший старт. И у меня такой подъем, и мне уже очень много тоже лет. То есть я начал, серьезно, мне почти 40 лет. Нет, то есть я не в 20 лет начал блогингом заниматься, да, когда там, хайповать на каких-то темах, а я очень поздно этим начал заниматься. И моя история, всегда я почему-то начинаю поздно, но я справляюсь с задачами, которые реально перед собой ставлю. Я стал мастером спорта по пауэрлифтингу в 27 лет, а заниматься начал в 25, представляете? Я уже старый был. У меня уже все крепело, хрустело, все. Я уже был вообще никакой. И через сколько, я вспоминаю, мне трудностей пришлось пройти, там, через первый развод с женой, там, и с работой было все не очень. Все было плохо, и я все равно двигался, и справился с этой задачей. Зачем я это все говорю? Затем, что вы абсолютно правы. Да, что не нужно себя ограничивать в каких-то возможностях развития. Пробуйте. Да, нужно пробовать, и я тоже расскажу. Давайте. Мотивация от Марии Евгеньевой. Да, у меня, когда я начала заниматься спортом, это была весна 2017 года. Весной 2017 вы начали заниматься спортом только? Именно профессионально. Готовиться. Можно так сказать, да, в сфере бодибилдинга. Так. А так я спортсменка с детства, 12 лет бальных танцев, и я всегда в какой-то такой движухе активной, но чтобы заняться именно фитнесом, если так можно сказать, то год я активно занимаюсь, и у меня было 500 подписчиков всего в Инстаграме. Не 1000, просто 500 подписчиков. Да, просто 500 человек на меня было подписано. Это мои школьные друзья, друзья с института. В общем, после соревнований буквально за полгода у меня уже 11 000 подписчиков, и я тоже даже подумать не могла вообще, кому это интересно. И раньше у меня, по лайкам, там, не знаю, может человек 50 меня лайкнуло, а сейчас у меня по 150 000 просмотров только фотографии, особенно где моя трансформация, то после она, конечно, хайпанула очень сильно, я не знаю. И я после этого поняла то, что, вообще, почему я не занялась этим раньше? Я каждый день задаю себе этот вопрос, но справедливости ради нужно сказать, что все-таки, мне кажется, да, все за нами наблюдают, в общем. Да. Какие-то вещи за нами наблюдают. Да, это точно. И сейчас я тоже работаю там и над каналом, сейчас вот YouTube, Инстаграм активно, и очень много людей, которым это интересно, которые ко мне обращаются даже не просто за помощью, да, там какой-то
на подъеме, вы в этом варитесь и вам нравится. Я закипаю. Я вас понимаю прекрасно. Я понимаю. Как раз, Ну, вам это идет. Вот прям вам это идет. Ну, то есть вы не напрягаетесь от этой вот славы, от этого успеха. Слава, там успеха особая, если бы я была бы миссис Олимпия. Э, то, может быть, это было бы для меня как-то... Но я не считаю, что я достигла еще каких-то супер вершин. Я только начинаю. И в планах, конечно, очень много работы. И, ну, в общем, я еще не звезда. Что все впереди. Ну, ничего. Я думаю, что все равно у вас есть чем подгордиться. Свой след в истории вы уже как минимум оставили. Вас уже не забудут. В интернете все сохранится. Да, я тоже так думаю. Вы молодец. У меня больше особо нет вопросов. Да? Вы вот просто очень все хорошо и предельно понятно объяснили. Поэтому это была мотивация от Марии Евгеньевой. Подписываемся на Маринева в Инстаграм. Опять же, еще раз скажу, это случайный пассажир. Заканчивайте писать всякую ерунду. Что я езжу и собираю там просто по городам и селам людей там и пытаюсь на них пропиариться. Ничего подобного. Просто кто ищет, тот всегда найдет. То есть я не сел за руль прямо с мыслью о том, что сегодня у меня будет неплохой сюжет. И он случился. Выходите из дома с мыслью о том, что сегодня у вас будет возможность через год стать чемпионкой мира. И у вас это тоже может случиться. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и Марии помашите ручкой. Отлично. Пока-пока.